Всем привет! Это Орел и Решка, и мы продолжаем исследовать морские курорты. И в этот раз на очереди всеми нами любимая, обожаемая Турция – Алания. Что-то мне подсказывает, что очень многие из наших телезрителей этим летом приедут именно сюда. Мы же всегда на шаг впереди наших телезрителей для того, чтобы подстелить им, показать, чтобы они приехали, здесь уже было все готовенько. Поэтому, друзья, мы исследуем все самые роскошные пляжи, все самые лучшие развлечения. Это Алина пройдет все тропы бедности, дабы вам принести их в одной связке, бросить сказать, пройдены. Подожди, нет, не надо такой сценарий нам рисовать. Шутки шутками, но решает все монетка. Орел. Решка. Оп. Дошутился, друг. Теперь ты всем напишешь подробную инструкцию, как со 100 баксами провести уикенд. А я буду тратить. Смирюсь. Алания – один из самых южных, самых больших и самых теплых курортов Турции. Его одновременно обнимают и изумрудные горы, и бирюзовые воды Средиземного моря. Говорят, что здесь для идеального отдыха есть все, и даже больше. Thank you, no. Фу. Слушайте, вот здесь в аэропорт зашел, в обменный пункт. Говорю, поменяйте мне $100. Они мне на $100 дали 580 лир. Предлагали мне, давайте мы 300 и ковер. Я говорю, нет, 580 лир. Я ковер лучше в городе куплю. Добраться из аэропорта до Аланьи можно 3 способами. Первый – такси. Быстро, но дорого. Второй способ – отельный трансфер. Но доступно только туристам, купившим заранее путевки. И третий – бюджетный и общедоступный – автобус. Thank you. В 10 раз меньше, чем за такси я бы заплатил. Сэкономил, так сэкономил. Богатые туристы на транспорте не экономят. Я взяла себе не просто машину, а образец шика, лоска и настоящей элегантности. Aston Martin Rapid S. Эта машина – попытка скрестить мощность спорткара и удобство бизнес-класса. Так на свет и появилось это 4-местное спортивное купе от Aston Martin. Да, это тот момент, когда ты понимаешь, что все мужчины сейчас прильнули к экрану телевизоров и смотрят не на тебя, а на эту малышку. И, если честно, я их понимаю. От бизнес-класса Aston Martin Rapid S достался богатый интерьер. Кожа очень мягкая и нежная. Прям надо осторожно, чтобы не задеть, не поцарапать ничего. А от спорткара скорость и мощность. О, вот это зарычало! Мне кажется, вот мы сейчас уже немножечко оторвались от земли, сантиметров на 10, а то и 15. Чувствуется настоящий, дикий характер этой машины. Я за руль сесть не рискнула бы. Все, достаточно. Я почувствовала, как она рычит, как она едет. Теперь я просто буду смотреть на сказочную Аланию. 40 минут на автобусе, и я в городе. Итак, что же такое Аланья? Алания – самое теплое место в Турции.
Ведь это самый южный курорт страны, и температура воздуха здесь круглый год держится в районе 20 градусов. В Алании большинство владельцев отелей – это девушки. Ну как девушки, уже бабушки практически, но тем не менее. Почему так произошло? Когда в семье делили землю между мальчиками и девочками давно-давно, девочкам доставались менее плодородные земли, а мальчикам более плодородные. Так получилось, что менее плодородные земли – это те, которые поближе к морю. Время прошло, и менее плодородные земли стали давать больше плодов, нежели более плодородные. Ну и самое главное. Аланья раскинулась между зеленых вершин и синего моря. И куда ни глянь, всюду открыточный пейзаж. Прямо бери, фоткай и маме отправляй. А еще Аланья славится круглосуточным весельем. И каждый день здесь праздник. Вот прямо на улицах исполняют народные танцы. Посмотрите, сколько точности в движениях. А здесь соревнуются силачи. Он так легко поднимает эту тачку, что мне кажется, он сейчас поставит и скажет, по 20-очке еще навесь мне по бокам. Но, конечно, больше всего людей привлекает пляж. Я приехал на самый знаменитый пляж Алании. Называется пляж Клеопатры. Когда-то очень давно этот пляж Марк Антоний подарил Клеопатре. То есть вот просто взял и подарил пляж. Говорит, пошли со мной гулять вечером, вот тебе пляж, на, и цветы. Лучший подарок сделан своими руками. Но это говорят те, кто не получал в подарок пляжа. Конечно, как говорится, дареному пляжу в песочек не заглядывают, но все-таки не мне его дарили, правильно? Правильно. Поэтому инспектор пляж. Итак, контингент. Контингент здесь 50 на 50. 50% это русскоговорящие люди, и 50% это англичане, немцы, румыны, болгары, турки. Ой, тут очень много разных слов из разных языков можно услышать. Оп. Посмотрите слева и справа. От меня свободные лежаки. Смотрите внимательно, потому что такой момент бывает раз в жизни. Обычно тут продохнуть негде. Приходится выходить подышать туда, за пределы пляжа. Инфраструктура. Ну, здесь есть все. Всего здесь столько, что можно целый день провести на пляже и даже не заметить, что здесь есть море. Однозначно, пляж отменный и заслуживает твердой пятерки. Рассматривать город на своих двоих – не барское дело. Богачи любуются Аланией с высоты птичьего полета. Hello, my name is Alina. Nice to meet you. Argun, my name is. Argun. Yes, we fly together. Yes, I'm ready. Really? But я боюсь. Я тоже боюсь. Ты тоже боишься? Страшно, боюсь. В принципе, это вот все те слова, которые сейчас необходимы. Параглайдинг – это прыжки с парашютом с крутого обрыва в тандеме с инструктором. Очень популярное развлечение в Алании. Good run, good fly. No run, no fly. Nani, hospital. Хоспитал? Yes. Он сказал слово хоспитал сейчас. Ребята, сворачиваемся, я ухожу. Come, just joking. Yeah. Ой, Алина, чтобы взглянуть на Аланию сверху, не обязательно рисковать жизнью и платить втридорога. Thank you very much. Можно просто подняться по канатной дороге за $3. Очень красиво. Прям вот
душещипательные, я бы даже сказал. Такие... Вот я просто думал сначала, что Алания — это вот береговая линия и отели там. Все отели, рестораны — это просто пена города. Верхушка айсберга, вся красота, она в глубине. Посмотрите, какая вообще. Очень красивые горы. Уютно так обволокли в городок. Городок, слушай, городище. Ой-ой, Коля уже наверху, а я на месте топчусь. Пора взлетать. One, two, three, one. Куда? Я не понимаю, куда идти. Куда идти? Born into your royal blood, the privilege took for granted. Conquered all your enemies, your prayers were never answered. Everything is fine. Yes, it's really fun. It's amazing. It's freedom. Woo! Svoboda! Yes, свобода! С высоты в 700 метров можно увидеть, что Алания – это не просто большой город. Это еще и изумрудные горы. Лазурное Средиземное море. Да здесь даже старый город есть, который выглядит как иллюстрация к турецкой сказке. Все дело в том, что Алания – это не молодой турецкий курорт, а древний город, который появился еще в IV веке до нашей эры. То есть он видел рассвет и закат Римской, Византийской и Османской империй. Рассматривать старый город сверху — глупость какая. Его нужно прочувствовать, гуляя по улочкам. Тем более, здесь есть на что посмотреть. Вот главный символ Алании — красная сторожевая башня 13 века. Ее построили для того, чтобы наблюдать за гаванью и предупреждать опасность с моря. Это руины византийской крепости Ичкале. Крепость как бы окольцевала старый город и защищала его по всему периметру. А с этим местом связана одна интересная легенда. Некогда правящий султан давал здесь выбор приговоренным на казнь: умереть от рук палача или получить свободу, прыгнув с этого места в море. Многие выбирали прыжок, но высота и скалы внизу говорят сами за себя. Это был выбор без выбора. В живых не оставался никто. Очень красиво. Особенно, когда понимаешь, что за этой красотой стоит история. Вау. Ну а нам незачем лазить по старым развалинам, если можно жить в современном Восточном дворце. Отель Руби Платинум. Это 402 роскошных номера, 4 бассейна, 4 ресторана, теннисные корты и отдельные виллы для самых богатых туристов. В одной из которых я и буду жить. Hello, my name is Cesar.
I am your butler. Oh, hi. My name is Alina. Nice to meet you. Nice to meet you too. О, Цезар. Так, помпезно. Ух ты! Тут столько необычных разных деталей. Вот, допустим, яблоко из Белоснежки. А вот, смотрите, это же часы кролика из Алисы в стране чудес. Ну, а это скатерть-самобранка. А вот это сказка наяву. Мой личный бассейн! И море, и бассейн, и все в одной картинке. Шучу, шучу, не сейчас. И это только первый этаж моей виллы. На втором находятся гостевые спальни и ванная комната с позолоченными умывальниками. А на третьем личный кабинет, просторная сауна и, наконец-то, моя спальня. Что? Джакузи? Я даже не знаю, куда мне больше хочется нырнуть. Сюда или сюда? Сюда сначала. Не, ну джакузи это номер, конечно. В Аланье, чтобы почувствовать себя богачом, не обязательно иметь безлимитную карту. Чем же все-таки отличается бюджетный турист от бомжа? Вот, смотрите, сейчас я бомж. Но буквально через несколько минут я спущусь по ступенькам, подойду на ресепшн, дам паспорт, заплачу деньги, сниму номер, и все. Вуаля, я бюджетный турист. Hello. Welcome. Hello, I'm Nikolai. I want to rent a room in your hotel. It's around $45. See you. Yeah, see you. Great. $45. Yeah, it's around $45. $45. Вы сейчас наверняка смотрите на меня и говорите: Колька, что ты делаешь? Подумай о завтрашнем дне. Это же большая часть твоего бюджета. Друзья, я подумал о завтрашнем дне. Я все рассчитал, поверьте. Все не случайно. А все потому, что В мои $45 входит бассейн с идеальным видом, место для чтения. Причем, если устал читать книгу, закрываешь и читаешь город. А солнце перелистывает страницы. Опустилось солнце, шух, новая страница. Спряталась, наступила ночь, новая глава. каминная комната, где можно Провести настоящий турецкий вечер. Вне зависимости от времени суток. и, наконец, сам номер. Хорошо? Очень хорошо. Номер небольшой, но уютный. Вся мебель – антиквариат из натурального дерева. Знаете, у нас в программе часто номера по-богатому бывают не такие уютные, как эта комната. Класс. Да, Коль, отель у тебя неплохой, но у него нет самого главного – роскошного частного пляжа. На моем пляже есть все. Детская площадка, водные активности, шезлонги, зонтики – абсолютно все, чего желает душа. Но для особенных туристов есть VIP-домики. VIP-домики. 7 уютных индивидуальных беседок с личным спуском в море. Идеальное решение для богачей-интровертов. Hello. Hi, welcome. That's your personal pavilion. Oh. Ой, даже Алина Островская есть и цветочек. Ой, как приятно. Фрукты. Замечали за собой, вот что приезжаете на отдых, и куда-то надо бежать, смотреть достопримечательности, потом в центр города, потом какие-то местные интересности, на пляж, туда-сюда, туда-сюда. А надо ведь иногда просто
насладиться моментом. Вот 3-4. Ну все, я насладилась. Что у нас там дальше? Хамам, лукум. Столько дел. Я сегодня целый день гулял по городу. У меня ноги ноют. Ноют. Говорит, Коля, зачем тебе спать? Тут так красиво, пошли гулять. Ноги. Завтра еще нагуляемся. Дайте мне поспать. Приятных вам снов. Приятных снов, говорит правая. Приятных снов, говорит левая. Спокойной ночи. Ребята, вот прям вот здесь находится площадка параглайдинга, с которой я совершала свой полет. Очень хочу, чтобы вы испытали эти впечатления. Чтобы найти заветную бутылку со $100 в Алании, нужно приехать на площадку для параглайдинга, от нее влево по дороге пройти 15 метров. Там, возле дерева под кустом, вас и будет ждать клад от орла и решки. Все. Зеленый чай с лимончиком, пожалуйста. А я не говорила, да? У меня есть свой личный бармен. Да? Ах, эти суетливые будни. А пока бюджетным туристам ничего не остается, кроме как спать, богатые туристы отправляются на турецкий мыльный массаж. Сначала вас кладут на теплый мраморный стол. Потом массажист с помощью специального хлопкового мешка взбивает пену из мыла на основе оливок и покрывает ею все тело. Я чувствую себя бисквитом со сливочной пенкой сверху. Практически невесомое облако на тебе лежит, но ты его чувствуешь и прям покрываешься весь мурашками. Это фантастика. Я ничего подобного не испытывала. Класс. После следует расслабляющий массаж всех частей тела. Раньше турецкие женщины проводили здесь целый день. Турки верят, что такой массаж не просто приятен, но еще и очищает кожу, выводит токсины, шлаки и нормализует обмен веществ. Кожа просто шок. В конце пену смывают теплой водой и отправляют ваши полные релаксы тела в номер. Вот теперь можно ложиться спать. Доброй ночи. У бюджетного туриста для раннего подъема нет мотивации лучше, нежели включенный завтрак. И нужно поспешить, потому что через полчаса он выключится. What? Вот такой вы мою ногу видите в последний раз. Потому что сейчас у меня будет не завтрак, а целое пиршество.
меня черная икра на столе? Серьезно? У вас там тоже? На соседней вилле? Нет, ну, я даже... Вот сейчас смешанные чувства. С одной стороны, сейчас начну есть в кадре черную икру, и что? Меня все возненавидят. С другой, это полезно. Мама бы сказала съесть все до последней ложки. Долг, знаете ли, ведущей обязывает. Ах, вот ты какая. Икра черная. Ничего особенного. Хотя, подождите. Что там? Что-то есть. Вот со второй ложечки однозначно что-то начинает проявляться. Для тех, кто забыл или никогда не пробовал, черная икра очень нежная, в меру соленая. А вот эти маленькие икринки, такое ощущение, что не лопаются, а просто растворяются во рту. Мам, доча поела. В моем отеле, конечно, икру на завтрак не подают. Но знаете что? Мне грех жаловаться. Прекрасный завтрак. Я бы этот завтрак не променял бы ни на омара, ни на какую-то овцу на углях. Вот ни на что бы не променял. Это мой завтрак. И он идеален. Если вы думаете, что Аланья – это только древняя история и море, вы глубоко ошибаетесь. Я приехала в место, где будет интересно одновременно и детям, и взрослым. Это турецкий Диснейленд. Земля легенд – самый большой парк развлечений в Турции. Над его архитектурой трудились авторы самого высокого в мире небоскреба. А шоу-программу для парка разрабатывали создатели самого известного в мире цирка «Дю Солей». Да и вообще, назвать это место парком язык не поворачивается. Это целый город со своими отелями, кафе, ресторанами, барами, кофейнями, шопинг-аллеями, сувенирными лавками и, конечно же, аттракционами. На любой страх и риск. Сейчас пойдем в парк развлечений. Кстати, я купила себе экшн-камеру и теперь снимаю все красивые места в каждом городе. Ну, это же такая память. А выбрала я ее на Е-каталоге. Сейчас покажу. Очень удобно. Вводишь параметры и сразу видишь все модели и магазины по выгодным ценам. Ну что, идем веселиться? Начну, пожалуй, с чего-нибудь простенького. Разогрею свою шкалу адреналина, так сказать. Аттракцион Skyfighter. Ты становишься пилотом одного из самолетиков, летящих по орбите. Ну все, полетели. Ой, по-моему, я уже не такая смелая, как раньше. Ой, блин! Это слезы от ветра. От ветра. Продолжаю разгонять шкалу адреналина. Теперь в воду. Аттракцион Magican. Ты на резиновой шлюпке проносишься по закрытому туннелю и на скорости вылетаешь в огромную широченную трубу.
на этот аттракцион не пускают одного человека, два это тоже слишком легко, поэтому надо 3-4 человека, чтобы прокатиться на этой плюшке и не перевернуться. Мои показатели адреналина уже зашкаливают. Но была не была. Иду на Тайфун Костер. Ой, блин, я не готова к этому! Высота 43 метра, скорость спуска 86 километров в час. И финал в бассейне с водой. Шкала адреналина повержена. Но это еще не все, чем может удивить этот парк развлечений. На территории парка есть океанариум, в котором вам предложат самый адреналиновый аттракцион – плавание в бассейне с настоящими акулами. Такое погружение обойдется вам в $121 и парочку седых волос. В этот бассейн уместили 6 видов акул. Зебровую, белую рифовую, черную рифовую, акула-няньку, бамбуковую и песчаную. Но если верить инструкторам, то, во-первых, эти виды акул для человека не опасны. Во-вторых, они накормлены, так что ты их как еда вообще не привлекаешь. В-третьих, они выращены в неволе. То есть они не знают, что такое охота, и более того, на человека реагируют дружелюбно, так как тот обычно приносит им еду. Но несмотря на все эти заверения инструкторов, голову разрывает мысль: ты плаваешь в бассейне с десятком хищников. Поплыву, пожалуй, наверх. А я во второй день своего уикенда сел на автобус и отправился за город. Мало кто знает, но значительную часть Турции занимают горы. Возле Аланьи лежат Таврские горы, которые знамениты не только своими живописными вершинами, но и древними пещерами. Как здесь пахнет, это же сосны. Сосны, горы, море, идеальный климат. Билет. Точно, надо купить билет. Чуть не забыл, в этой красоте не растворился в своих мыслях. Hello, how are you? Ух ты, счастливый билетик. Нет, не то, чтобы здесь была какая-то особая комбинация цифр. Нет, просто это билетик в красивую пещеру. Чем он не счастливый? Пещера Дим – это вертикальная пещера, находящаяся в горе Джеби Рейс. Считается второй по длине в Турции. Пещера образовалась порядка 1,5 миллиона лет назад, когда потоки дождевой воды попадали в расщелины огромной известняковой скалы. Слушайте, здесь 30 исполнилось недавно. Я думаю, вот это я старый. А здесь 1,5 миллиона лет. Здесь тебе и сталактиты, вот такие наросты на потолке пещеры, и сталагмиты, наросты на дне, и сталагнаты,
Соединение сталактитов и сталагмитов в виде колонны. Смотрите, а там сталактит в виде матери с ребенком на руках. Ладно, это не я придумал, здесь написано на табличке «Мама и ребенок». А вот интересно, если бы я не прочитал табличку и посмотрел бы туда, увидел бы я там маму и ребенка или увидел бы что-нибудь другое? На самом деле здесь такие узоры из сталактитов, сталагмитов, вылепленные случайностью. Придумался в голове, что-то посмотрел, о, похоже. Поэтому это просто, скажем так, идеальный экран, а голова проектор. Класс. Я уже столько раз был в пещерах, но это не мешает мне каждый раз по-новому восхищаться, поддать в какое-то состояние детства, когда я увлекался фэнтези, там, Толкином, прочими. Мне кажется, что я иду в гости к гномам, и они мне сейчас подарят какой-нибудь артефакт. Путешествия меня очень вдохновляют. И я рад, что есть возможность посещать такие красивые места. Правда, есть один минус. На это уходит куча времени, и дома я бываю редко. Поэтому решил заказать на e-каталоге крутую камеру видеонаблюдения. Так, мне нужна купольная, с Wi-Fi и датчиком движения. И, конечно, выбираем магазин с самой низкой ценой. Все. Теперь я не переживаю, что вернусь в пустую квартиру. Для того, чтобы посмотреть на пещеры, не обязательно лезть в горы. Я арендовала яхту для того, чтобы увидеть легендарную пещеру пиратов. За свою древнюю историю Алания еще успела побывать крупным пиратским центром Средиземноморья. Леса, покрывающие местные горы, были отличным материалом для строительства новых судов. А побережье с множеством бухт, защищенных скалами, были прекрасным убежищем для этих самых пиратских кораблей. А вот пещера, которую я очень хотела увидеть. В народе называется Девичья. Почему Девичья? Потому что здесь пираты прятали красавиц, которых крали и увозили. Кроме красавиц, они тут складывали свое награбленное золото, сокровища. Мало того, есть легенда, что именно через эту пещеру есть проход в саму крепость. И можно сказать, что пираты так проносили свою награбленную контрабанду, чтобы никто не видел их. А теперь, чтобы побывать в настоящей пиратской пещере, туристу придется раскошелиться на $600 за аренду яхты и моторной лодки. Пираты еще те хитрюшки, они выбрали такое стратегическое место, куда тяжело подплыть, зайти. Поэтому прятать здесь можно и сейчас, я могу сказать. Потому что даже на моторной лодочке подплыть практически невозможно. К тому же оказалось, что проход внутри этой пещеры давным-давно обвалился у самого входа. И смысла в нее заходить нет. Да, пещера небольшая, но намного красивее просто проплыть рядышком на яхте, на лодочке. Но не нужно туда лезть. Там ничего интересного нет. Ну, такое небольшое углубление в скале. Давайте на этом закончим, поверьте мне. Есть в Алании еще одна достопримечательность, которую, если ты не увидел, считай, не был в Турции. Турецкий продуктовый рынок. Турки – родоначальники торговли в мире. Они путешествовали по всем континентам, по всей планете. И везде продавали, выменивали. Поэтому они в этом гении. И поторговаться на турецком базаре, мне кажется, это круче любого банджи-джампинга. Чем я, собственно, и займусь. Итак, правила туриста на турецком рынке. Первое. Пробуй товар. Hello. How are you? Very good. Is it good? Oh, very good. You have for taste?
Very big knife. So big knife and so little piece. Maybe you can give me bigger for him too. Мне нужно кормить императора. Второе правило. Торгуйся. 10. 10? За 8. Да, нет. За 8. Половина норма. 10. 10, 8. Бюджет не позволяет. 8. 8, 8. Да, 8. Давайте 8. 8? 10. Давайте 9 и по рукам. 9 и по рукам. 10. 9. 9. Третье правило. Торгуйся, несмотря ни на что. 9. Попадались. 9. 9 и смешной анекдот. 9 и смешной анекдот. Окей. Хорошо. Четвертое правило, которое должно было быть первым. Заранее разменяй деньги, а то придется торговаться снова. Change. I don't have small money. Small money, 10, 20. No, just... Да. It's 10. 10? Точно? Ну, один. Спасибо, my friend. Один этот. Не, my friend. Спасибо, my friend. 1 лир. Спасибо, my 1 friend. лир, мы же договорились. Давай, 1 лир. Супер. Давай. Давай. Пятое правило. Ни в коем случае не расстраивайся, даже если тебя все равно уделали. Чай, ты? Я... 1 лира. 1 лира. 1 лира за чай. А ладно, давайте 1 лира за чай. Chicken. Ну, так как здесь за чай особо не сторгуешься, я наберу много сахара. Ну, хоть как-то уйти выгодно из этой сделки. Фух. Надо перевести дух, чайку попить, потому что это была очень насыщенная сделка. Мне кажется, на Уолл-стрит с такой экспрессией сделки не совершается, как совершается на турецком базаре. Богатые туристы в Алании не торгуются на рынках. Они отправляются в лучший ресторан города, где заказывают настоящий пир. Мне вынесли турецкие холодные закуски мезе. Это салаты, соленья, оливки, хумусы, соусы и йогурты. Следом на стол пожаловала пуф-экмек – турецкая лепешка с оливковым маслом, а также рич-пилав – рис с печенью ягненка. Вы думаете, это все? Это только закуски. Главное блюдо – молодой, сочный ягненок, запеченный на вертеле. Такая уже большая тарелка. I think... Enough? Yes. It's okay. When will your friends will come? My friends? Oh, no, only me. Only you. It's okay. Обычно такое блюдо заказывают на компанию или на семейный ужин. И, конечно, редко, когда приходит девушка и просит молодого ягненка, пожалуйста. Ягненок готовится на вертеле с дымком. Мясо действительно очень сочное, нежное. В нем нет ни одной жилочки. Ну, понятно, это молодой барашек. Оно не пахнет, нет никаких резких запахов. Грустно как-то, даже если вкусно. Может быть, кого-то позвать? Есть у меня один друг в Алании. Сейчас СМС напишу. Проведя уикенд в Алании, мы поняли, что она заслуживает большего. Можно целый день провести на пляже и даже не заметить, что здесь есть море. Ведь 2 дня – это катастрофически мало, чтобы вдоволь насладиться ее колоритом, вкусной едой Ах, вот ты какая! Икра черная. и уймой развлечений. Сюда нужно приезжать как минимум на весь отпуск. 3-4. Смотрите внимательно. Куда? Я не понимаю, куда идти. Я боюсь. Городок, слушай, городище.
Тут столько необычных разных деталей. Поверьте, все не случайно. Красиво. Вау! Чу! И будто пава ухожу. Фух, надо перевести дух, чайку попить. Я никогда не брошу свою боевую подругу. Ой. Алинка, я тебя спасу. Привет, Коль. Привет. Ну что, как ты? Ну, я рада тебя видеть. И я тебя очень рад видеть. У меня прям в этом уикенде и Астон Мартин, и я летала. И на вилле жила шикарной. Кстати, не только здесь у меня стол шикарный был, я еще и завтракала черной икрой. У-ху. Коль, завтракала черной икрой, говорю. О, ничего себе. Да. Какой ты молодец. Вообще ужин подразумевает диалог, беседу. Знаешь, вот сели, поговорили. Ты знаешь, Алин, я понял, зачем здесь так много пятизвездочных отелей. Зачем? В которых вот вся инфраструктура находится на территории отеля. Для того, чтобы уберечь эту всю красоту от неблагодарных глаз. Ты Как пока... красиво сказал. Спасибо. Ты как скажешь. Пока, ребят. Всем приятного аппетита.